без какой-либо конкретной цели, просто для своего настроения, для удовольствия. И фиг нас отсюда кто вытянет. Она падает, и можно на брюхо сесть. Все-таки классная машина, УАЗик. В принципе, здесь можно было ехать на B6. Ребята, всем привет! Вы на канале Юра. Сегодня речь пойдет о советском автомобиле, УАЗике. Вы поняли, думаю, по названию. Еще об одной моей машине, которая, по сути дела, незаслуженно находится в тени. Суть в чем? 22 год для меня, как никакой другой, год автомобилей. Потому что мои машины находятся в ремонтах, доработках. И решил снять еще эту свою машину, потому что она все равно радует, веселит меня лично. И она используется в основном летом как машина для настроения выходного дня. Ну, просто покатух. Зимой по необходимости, в основном летом. Катаемся с ребятами не для какого-то жесткого оффроуда, там гонщики, мастера. Нет, просто для своего личного удовольствия. И эта машина давно уже находится в владении у меня, потому что досталась от деда. И дед за ней так приглядывает все равно краем глаза. То есть у нее, в отличие от других, персональный свой механик, как у летчика. У любого самолета есть летчик и механик. То же самое с этой машиной получается. Хотя УАЗики у нас были на канале, было первоапрельское видео, где я не хотел высмеять буханки, потому что было там 1-2 человека, которые начали заступаться за буханки и не поняли сути видео. У меня самого есть буханка для тех, кто первый раз на канале и не знает. Поэтому я никоим образом не хотел ее опозорить, унизить. Ее есть за что любить. Без какой-либо конкретной цели, просто для своего настроения, для удовольствия. Катаемся по лесам, по пересеченке, просто погонять, повеселиться. Никаких там показух, что такие-то мы препятствия преодолеваем. Нет, простые любительские покатушки. И был выбран такой день, неспроста. Как раз все звезды сложились в ряд, я получил отпуск, шли дожди 4 дня подряд, я думал, там все позаливало, но залило не так критично, как я думал. Я решил, что будет весело посмотреть на брызги, как машина грязь месит и через лужи пролетает. Ну, мне лично интересно, не знаю, как вам, потому что это видео не подготавливалось, никакие сценарии не писал, все в режиме онлайн, как происходило, как все это было. Ну что, нормально УАЗик скачет по лужам. Правда, все равно мотора не хватает. Передка подключаешь, еле-еле, нужен другой мотор. Об этом еще подумал. Хотя мало что сюда влезет, блин. Только если эти мерседесовские 2.4 дизель. Хотя дизель тут сдохнет, он без турбины атмосферы. Там тоже крутяшки нет, нифига нормально. Фишка дизеля в турбине, ну это ладно. Затормозил, сними их. Затормозил пыл. Этот лесовоз, блин. У меня отпуск, у лесовоза самый разгар рабочего дня, поэтому ждем. А говорят, только в городе бывают пробки. Ни хрена, в глухом лесу мы уже... Я же начинаю рисковать, что мы далеко отъехали. Там скоро уже полигон будет километр через 7. И фиг нас отсюда кто вытянет. Мы одни. Ну, ни зима, не замерзнем, в принципе. Лопата есть. Лопата есть, топор энтузиазм есть, топор есть. Пила. А пилу мы забыли. Бензопилу. Есть. Есть. Ну и нормалек. Что, покатались, поработали, уехали. Лучше бензина хватило, когда мы в грязи месяца будем. Хотя вроде нормально заправились.
своей прекрасной шумоизоляции. Ну, в принципе, мы находимся на расстоянии крика друг от друга, нормально. Штурмой. О, похоже такие же, как и мы. Невоводы, блин. Пишите в комментах, что круче, Нива или буханка, блин. В такой среде. Буханка клиренсом выигрывает все равно. Вот, это хороший источник вдохновения, выброс негативной энергии, получение адреналина. Конечно, есть многие других способов. Кто-то любит бары, там, ночные клубы. Покататься по ночному городу на автомобиле, когда мало машин, вы одни на дороге, тоже в этом есть своя философия, но это больше успокоительно, а здесь более адреналин. Что-то рядом, но противоположно. Это разные совершенно эмоции. Но кто не пробовал, попробуйте. Это тоже интересно. Надеюсь, вам понравится. О, грозный противник, блин. Кто кого? О, так он все лица, блин. Ты его знаешь? Ну так, кто только зла не знает. Ну что-то вроде более-менее серьезное впереди. Блин, что-то... Ты с пассажирского не вываливаешься? Нет, держусь. Ну, очередная помывка колес, тут ничего такого, а может... А, не, нормально. Ух ты. Ёп, ПРСТ, блин. И тут третьи, и тоже красные. Но я думал, что будет трохи повеселее, заливало-то нормально. Перекур и уточнение маршрута. Ну а такого прям жесткача нету дичи. Я думал, что будет чуть посерьезнее, потому что дожди лили. Езда на этой машине — это как ходить по тонкому льду, потому что палка в двух концах. С одной стороны, если ты не рассчитал скорость, едешь медленно, ты рискуешь встрять какой-то либо луже и попросту там окопаться. Но невелика потеря, есть лопата с собой. Не с пустыми руками едем. С другой стороны, если ты взял скорость выше нормативной, так скажем, хотя ограничений здесь нет, тоже рискуешь влететь в лужу, и вода зальет тебе прерыватель, ну, простонародье трамблер, свечи. Тоже встрянешь и заглохнешь. Поэтому нужно всегда балансировать между двумя крайностями. Но это самое интересное. Хотя для многих это шок, непонимание, отвращение и тому подобное. Но для нас это еще больше источник адреналина.
нормально. Помыли машину, после этого ее снова мыть придется. Немного перекурим давай, это уже залило мне внутри все. Ноги сухие? Сухие. Поднимать надо вовремя. Да, отпускать. Надо брать палку, палкой газовать ноги, к себе поднимать. Тут когда-то мы за грибами ходили. Пускай постоит, пройдемся. Я боюсь в луже, чтобы на брюхо не повиснуть, потому что лесовозы поразбивали, колеи. Да. Они груженные идут. Той луже, помнишь, еле-еле ты выжил. Еле-еле. Еще там окопался, когда сначала сюда ехали. Сейчас обратно развернулись, обратно едем. Там только с передком проскочил. И уже всю дорогу с передком еду. Они груженные поразбивали, она падает, и можно на брюхо сесть. Ну, ребята все свои вытянут. Ну, как свои? Когда встречаешь в лесу один на один, все свои, все друзья, будто 100 лет знакомы. Фу, ну уже что-то весело, веселее. Не покатаемся, экшен не снимем, зато грибов насобираем. Погуляем по природе. Тоже неплохо. Свежий воздух. Все это хорошо, весело и в кайф, но есть один нюанс, один пункт, что любой автомобиль тянет из вас деньги на свое обслуживание. Масштабы разные, суммы разные, но факт один, он тянет. И поэтому перед началом летнего сезона, мы всегда скидываемся на обслуживание ее. В этом году поменял сцепление, потому что старый, вернее диск сцепления поменял, потому что корзина нормальная, выжимной подшипник нормальный, а вот сам диск сцепления попросту расслоился, как блин слоеный. Или там, не знаю, гамбургер, и прочие дребедени из фастфуда, которые я не употребляю, поэтому я не знаю, как они все эти новомодные штучки называются. В общем, расслоился. Заменил диск сцепления, он стоил у нас, я искал по объявлениям на сайтах разных, он будет стоить, порядка 40-50 долларов, наверное. Я у нас нашел за 70 рублей. Это около, чуть меньше 30 долларов в эквиваленте. Поменял все 4 свечи, прерыватель, трамблер в простонародье, и бобину, катушку зажигания. Вот это поменял, потому что это уже требовало замены. Уже не первый год это все стоит, и были все равно косяки по зажиганию. Машина тупила, не ехал, то плавали обороты. Короче, поменял это, машина поехала, все нормально, освежилась, так скажем. Вот. И на все про все вот это ушло примерно 90-100 долларов, может чуть больше, потому что доллар то поднимался, то опускался, в районе сотки, может 120, вот так где-то. От 90 до 110, там, к примеру, так, в зависимости от курса, в общем. Вот. Я не считаю уже страховку, бензин, там охлаждайку, масло. Масло там 20 долларов стоит поменять, там, за канистру, то есть получается, опять же, чуть меньше брал, в районе 40, где-то 35-40, вот так, если это все посчитать, плюс бензин, конечно, это не в счет, я именно на запчасти цены называю, потому что есть тоже знакомые, которые спрашивают, вот, Ром, хочу купить 469, либо 31512 УАЗик, уже козел в простонародье, говорит, чтобы тоже найти. Эта тема актуальна, мне в личку тоже люди написали, и после первоапрельского видео 2 человека тоже написали в соцсети, что говорит, тоже хочу себе такую машину купить, как по запчастям, не подскажешь, хочу заморочиться этой темой. Просто также для покатушек любительских погонять вот по таким дорогам, загородным, в лесном массиве, по пересеченке, это весело. Я уже даже немного запарился, куртку снял, как будто лопатой махал, тут. Но результатом я доволен. Все равно покатались, грибов насобирали. А самое главное, сцепление обкатали, потому что сцепление поменяли. На этом сцеплении уже и передачи лучше залетают. И нету тупизны с включением уже. Наша техника классная,
новую запчасть купить недостаточно. Она должна быть мало того, чтобы новая, еще и удачная. Если она неудачная, придется покупать еще несколько раз, пока удачную не выхватите. Вот это диск удачный. Он уже не расслаивается, не прилипает. Честно говоря, я думал, что будет больше экшена, потому что заливало нормально дождями. Дожди шли неделю, но как есть. Но все равно весело. УАЗик классная вещь. Вот когда едешь на нем по городу, там тебе смотрят как на нищего уже там многие. Ну, мне, в принципе, пофигу на это, но многие этим загоняются. А вот когда выезжаешь сюда, то ты начинаешь ценить эту машину, и все, ничего больше не надо. Ты, УАЗик, лес и понедельник. Потому что я в отпуске, мне по барабану какой день недели сегодня. О, хорош. Да. А, еще плюс, помимо грибов я коврики ополоснул. Тебе там тоже сауна бурлила? Да, да. А у тебя и грязь? Да, у меня тут все висит. Нормально. Ополоснем. На мойке самообслуживания. Хорошее шоссе лесное. Указателей нету, кафе нету, кемпинга нету, так что есть куда расти. Лесовозы дорогу, песок, точнее, укатали, утрамбовали. Нормально, теперь уже полноценные 2 полосы здесь. Почти, ну, 1,5 вот так. О, площадка хорошая для кемпинга. Вот мотоциклисты тут видно по протекторам гоняют. Тут постоянно клиенты были бы. 2 человека в сутки. Крайне выгодно это все делать. Крайне выгодно. Вон машины слева, справа. Тут и парковку можно закатать. Асфальтированную. Быстро тут. За сезон. Ну что, я думаю, тут встанем, перекурим, поумничаем, пофилософствуем. Все-таки классная машина, УАЗик. Одним словом, очень хороший автомобиль выходного дня, чтобы погонять, покайфовать, забыться, окунуться в беззаботную жизнь. Он подарит вам немало положительных эмоций, уж поверьте мне. И машина простая технически, это все можно сделать своими руками, или у кого-то есть дядя Вася, сосед или еще кто-нибудь, кто на ней когда-то ездил, либо в своей молодости, либо там в более преклонном возрасте. И он вам подскажет, ничего здесь сложного нету. Можно сделать все самому, там зажигание выставить и мотор, то есть... И машины есть за 500, 580 долларов, на 469. Буханки тоже 550, 700, за 1000 долларов. То есть за эти деньги вот можно найти такой экземпляр для своего кайфа и веселья. Ну что, нормально покатались. Я знаю, сейчас в комментах обязательно даются люди, что это там, да ты не залез, никуда тебя не вытягивали. Ребят, я не кричу, что я профессионал, мы сюда приехали просто насладиться днем отпуска. Мы рады, что мы вообще в отпуске, что нам его дали, в принципе. И приехали просто покататься для души, помесить эти грязь. Ну, придется машину сейчас помыть на мойке, но это ничего. Так, для своего личного удовольствия. Ну и плюс я сцепление в ней поменял, интересно, как оно ходит. Ну, переключает нормально уже, конечно, как иномарочное. Ну, с тем, что было, это иномарочное. Конечно, это не иномарочное, но для УАЗика это вообще уровень хороший, учитывая то, что у многих не с первого раза не заводятся. Весело, прикольно, классно, но мотоциклы не мое, потому что видно, что на мотоциклах люди здесь летали. Ну, я больше люблю автомобили. И УАЗик начинаешь любить именно здесь, потому что, как я уже сказал, сейчас, когда ехали в городе на нее уже сам, там шум, неудобно, там парковаться тяжело. Все. Когда приезжаешь сюда, то сразу эту машину ценишь, а остальные как будто для тебя не существует. Такое вот впечатление сразу у тебя закрадывается. Ну, в принципе, здесь можно было ехать на B6. На трассу через лужи перетянули бы и нормально. Пластика бы не досчитались, да и все, я думаю. Зато дорогу еще поградировали. Да. А после лесовоза это очень нужно. Так что, как-то так, вот сумма вложений такая, чтобы кататься на буханке, такую скромную сумму хотя бы минимальную нужно иметь. Потому что я знаю, сейчас многие скажут, для бездорожья нужен патрол, поджерик, начнем там гелик, все остальное. Ребята, эти машины стоят денег. Особенно, когда сейчас машины дорожат, это 10 тысяч долларов и выше. А когда можно купить буханку за штуку, или даже около этого, даже дешевле, вам знакомый какой-нибудь переварит основные моменты ее.
так не критично, скажем, и вы гоняете, это совсем другие впечатления, потому что машина за 10 тысяч долларов и за 1000 долларов ценится по-разному. Мне все машины дорогие, но именно для такого фана летнего, ну и зимнего там трохи снег помесить, то такие машины уже не так жалко такую сумму, как 10 тысяч долларов. И машина не такая дорогая в обслуживании, потому что здесь бензин, тосол в двигателе, ну там прерыватель, свечи, ну так по минимуму. И это все стоит дешевле, потому что в очередной раз повторяюсь, на иномарке сейчас запчасти дорожают, и даже под заказ нужно покупать то, что раньше всегда было в наличии. Так что немного такой легкий шок. Ну, посмотрим, что будет. Ну, буханка доставила удовольствие, день веселый, мы грибов насобирали, походили, погуляли, еще здесь погуляем. Вон мужик на мотоцикле ехал, стоит, улыбается, думает, какие-то идиоты городские УАЗик завели, катаются и потерялись тут. Мужику невдомек, что мы лучше его эти дороги знаем. Он там на руках мотоцикл нес, а мы объехали. Мы тут еще больше знаем эти паутины лесные, ну, дороги здесь паутинами. Тут дорога идет нормальная, сразу же тропа. Ну, в общем, я думаю, каждому это известно, кто катается по такой местности. Благодарю вас за внимание. Вот такое вот видео. Многие сейчас, может, еще раз меня упрекнут в том, что а смысл этого видео? Это такое лайв-видео, отрывок выходного дня. Я думаю, может, понравится вам такая тема, потому что, ну, захотелось снять, потому что вот хочется обзоры, ремонт, обслуживание, ну, что-нибудь такого вот охота тоже снять. И люди просили, все-таки я делал в институте голосование, люди проголосовали, снимай осмотры. Все равно же интересно, особенно когда сейчас машины дорожают. Да, согласен, сейчас машины дорожают. И интересно то, что сейчас продается и сколько это стоит. Тоже, думаю, будем снимать, сами посмотрим, убедимся. Может, кому-нибудь что-то и понравится, и себе приобретет. Все. Теперь уже точно все. Благодарю вас за внимание. Ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Все свежие новости в телеге. Также и в ТикТоке. Все ссылки в описании. Счастливо, ребят. Увидимся в следующем видео. Ну вот, сейчас посохнем, высохнем и домой поедем.